Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители орхидей. Сегодня я хочу показать вам растение, которое расцвело, вероятнее всего, на днях, и цветение которого не может не вызывать у меня совершеннейший восторг. Это, как вы видите, моздевалия. И это моздевалия тандузии гибрид. Моздевалия тандузии, импостерна тандузии. Второй бутон еще не раскрылся. Я постараюсь его поймать и покажу вам ее в полном цветении. Но читала я отзывы архаманов о том, что они цветут по очереди, не всегда удается поймать вместе. И поэтому спешу ее показать. Цветочки такие на тоненьком стебелечке, они у меня наклоняются тут в разные стороны. И вот я ее придерживаю на фоне своего цимбидиума, чтобы показать вблизи, как выглядит вот этот вот цветочек. Итак, импостер на тандузе, что мне удалось найти в интернете об этих моздевалиях. Про импостер пишут очень мало. Больше пишут про тандузии, и эта моздевалия была открыта в 1906 году Вулвардом. Проживает она в Коста-Рике и Панаме, и обнаруживается на высотах от 200 до 1400 метров. Соответственно, раз мы понимаем с вами, что это такие не очень уж большие высоты, то растение относительно теплое. Любит она температуры 22-27 градусов, ночью прохладнее значительно. Красавица, покажи свои рожки. 15-18 градусов. Для цветения перепад не особенно нужен, но растению нужно охлаждаться. И, в принципе, тогда оно будет хорошо расти. Низко, значит, должно быть питательно, да, потому что леса внизу – это и влажность, и много питания. И, кроме того, это не так много света. Не так много света, то есть растение может жить в полутени, и чувствовать себя при этом неплохо. Соответственно, если мы его воспитываем у себя дома, то оно будет нуждаться в подкормках круглый год. А про моздевалию импостер можно найти гораздо меньше. Фотографию и моздевалии тандузии я уже вставила, а фотографию моздевалии импостер вставлю. Вот это вот маленькая фотография, все, что мне удалось получить про эту моздевалию. Импостер, значит, самозванец. В отличие от тандузии, более позднее открытие, 1979 год, описано Эскобаром. Я надеюсь, что это не тот Эскобар. И она является жительницей Венесуэлы и жительницей более высоких зон, от 1500 до 1900 описывают. То есть она прохладник. Что получается при их соединении? Получается вот такой вот гибрид, который описывается как легкий в уходе, способный жить в полутени, под искусственным освещением, прекрасно нуждающийся круглогодично, в общем-то, в подкормках, в поливе, нет сложной в уходе. Конкретно мое растение, вот это вот моздевалия, отвлечемся от цветочков. Она ко мне живет уже 2,5 месяца. Приобрела я ее у девочек из орхидиума. Приехала она ко мне с начатками этих цветоносиков. То есть один был виден, второй так не очевиден. У меня вырастила вот такие вот красивые зеленые листочки. И действительно дорастила вот эти вот два чудесных цветоноса.
Стояла она у меня вот здесь ну, относительно светло. Вот. Но сейчас, когда я поняла, что она свои цветоносики тянет к лампам, я ее переставила на несколько более светлое место. Вот здесь у меня значительно светлее в мирное время, но просто лампа, которая там, она комплексная, и она дает розовый свет. Поэтому сейчас я ее выключила. Сколько дает эта лампа, я вот покажу, вставлю фотографию. Вот 3500 люкс она дает, и цветоносики выросли, в общем-то, такие достаточно прямые. Как описываются цветоносы, эти имеют возможность цвести револьверно. То есть, возможно, я буду счастливой обладательницей еще и новых цветочков с тех же цветоносов. То есть, если они сами не засыхают, то их предлагают не обрезать. Цветочки, видите, какие красивые не только внутри, но и снаружи. Вот такие вот совершенно очаровательные, с характерными для моздывалей такими вот рожками в разные стороны. Ну, вот этот вот бутончик еще не раскрылся, он готовится раскрываться. Сидит моя моздываля, видите, тут мох, кора, немножко циолита и перлита. Вот видите, очень хорошо развивают корни после пересадки, перевалки. Вот, видите, вырастила листик, дорастила все. То есть я думаю, что ей неплохо у меня. Температура, которая у меня сейчас здесь есть, ну, сейчас, в общем-то, достаточно тепло. Да, и это вот такая вот у меня влажность и 20 градусов температуры здесь внизу. В принципе, сейчас на улице около нуля. И, может быть, слышно, может быть, не слышно, дождик там капает. Совсем недавно здесь был на подоконнике внизу 14, повыше, побольше, естественно. Вот. И вот в этих вот условиях она у меня вполне себе выросла. Вот, то есть, видимо, свойства такого относительно теплой моздывали и холодника, они дают ей возможность выживать в моих условиях. Вот, поливаю я ее так основательно, ну, в общем-то, раз в неделю. Вот, как и каждое окно, но периодически я там раз в 2 дня перехожу и еще их немножко брызгаю, немножко подливаю водички. Вот, поэтому до хруста они не просыхают, но, в общем-то, просыхают. Моздывалей у меня здесь много разных. Цвела вот только вот там моздывалия, которая виднеется вот там вот слева от цимпидиума. В принципе, у меня есть идея сделать про мои моздывалии отдельное видео. Сейчас я ожидаю, может быть, вот еще цветет у меня Дракула. Ну, вот я не знаю, что это за цвет там у нее на бутоне. Либо она меня прокатит с цветением и засохнет. Меня тут пару дней не было. Вот, либо расцветет. Посмотрим. Ну, и если, конечно же, еще моя моздывалия выдаст старый бутон, то я раскроет его, и они будут одновременно, то я это видео обязательно дополню. Удобряю их каждый полив, и когда брызгаю там, то тоже удобряю, немножко обрызгиваю по листу органическими удобрениями. Мне сейчас очень нравится Витамар удобрение, которое мне порекомендовала Анна Гусева в переписке для других орхидей, но я попробовала на этих, и им тоже нравится. Это удобрение из водорослей. Пахнет отвратительно, но похоже, что польза от него есть. Ну и вот давайте еще раз полюбуемся моей красоткой. Я просто оторваться от нее не могу, какая она замечательная. Вот. Ну что ж, будем ждать второй бутончик. Ну вот наш первый бутончик. И от импостера он взял розовый такой яркий цвет, а от тандузии вот эти вот желтизну, красивые шпоры. А вот наш распустился второй бутончик. Вот, такой какой-то менее розовый, смотрят они все наверх. Вот, и, собственно говоря, ну, оба красавчики. Про импостера, этот гибрид импостера на тандузе говорят еще, что вот эти вот цветоносы длиннющие, они сантиметров по 15, эти цветоносы,
их нельзя отрезать, потому что этот гибрид славится своим револьверным цветением. И тот рекламный пост, который меня побудил купить это растение, как раз там люди размещали свои фотографии и говорили о том, что это неутомимый цветун. Вот, меня в таком качестве он очень-очень устраивает. И я надеюсь, что это не последнее цветение этого растения. Можно полюбоваться этими солнечными звездами. Вот. И если он зацветет еще раз, я, конечно же, это все засниму. И думаю, что зафиксирую процесс того, как это будет все отрастать, откуда что появится, как будут появляться бутоны, как будет появляться цветок. Ну, таймлапс я не сниму, вот, но, в общем, постараюсь это максимально зафиксировать. Очень мне все это интересно. Спасибо вам большое за внимание к моему видео. Видео у меня пока немного. Если оно вам понравилось, мне будет приятно об этом узнать. Если оно вам не понравилось, то мне будет, безусловно, полезно об этом узнать. Вот. Видео, может быть, не так пока на канале много, но растений, которые готовы себя проявить с лучшей стороны, еще достаточно много, поэтому, может быть, имеет смысл на что-то подписаться. Желаю вам всего самого хорошего, вам, вашим растениям, здоровья и мира.